Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Меня зовут Александр. Живу я, как я уже сказал, в Анапе. И сегодня я вспоминаю Владимира Вольфовича Жириновского. Сегодня страна простилась с ним, он ушел в мир иной. И хочется сегодня поговорить об этом человеке, потому что мне есть что сказать, именно мои личные впечатления. Сегодня я расскажу, как я был членом ЛДПР, покажу вам свои партийные билеты, покажу уникальные съемки с закрытой конференции 1996 года, покажу вам фотографии, где я вместе с Жириновским на одной фотографии. Прослушаем небольшой фрагмент записи, аудиозаписи Жириновский в Чите. Что еще? Зачитаю несколько страниц из своего дневника, как мы с друзьями ездили на митинг Жириновского в Москве. И, еще, может, что-то вспомню. В общем-то, я сегодня хорошо подготовился, и я начинаю. Начну, наверное, все-таки с фотографий. Заодно сейчас посмотрю, как это все у меня будет, потому что я всегда, каждый раз я забываю, как мне показывать в этой программе. Все, так, отлично. Так, и сейчас будем смотреть, это будет вам очень интересно. Так, и так, сейчас, друзья мои. Так, вот, смотрите, это партийные билеты. Видите, вступил я в Либерально-демократическую партию 19 апреля 1995 года. Регион Читинский, секретарь Амплеев, печать. Написано, где у нас располагалась штаб-квартира наша, Анухина, 105, телефон. Как видите, я в форме, в милицейской форме. Я всегда был таким человеком бесстрашным, хотя нам говорили, что мы не имеем права вступать в партии, но я всегда жил своим умом. И видите, даже на партбилет я унес фотографию, где я в форме милицейской, старшина. Причем вот этот верхний билет, он уникален, потому что, смотрите, там вот есть подпись самого Жириновского, который своей рукой ее ставил на моем партбилете. И это было 9 мая 1995 года как раз. Вот, об этом я отдельно сейчас вам расскажу, прочитаю свой дневник. Много раз были всякие перерегистрации, много раз менялись билеты, и вот очередной билет был выдан мне так, тут не написано, когда выдан, но тем не менее Читинская районная организация, региональная организация ЛДПР, координатор Никонов уже подписал, членский билет, номер, герб появился к тому времени. У партии «Сокол» Жириновского, «Свобода, порядок, закон», такой лозунг.
И последний билет мой, тоже, кстати, почему-то не писали, когда выдан, но это, в общем-то, и не важно. Там я уже тоже в форме, кстати. Там я уже в форме сотрудника УИН. И там уже такой билет был с несколькими страничками, партийные взносы туда-сюда. Вот у меня вот 3 билета этих сохранилось. Они у меня так и хранятся. Из партии я вышел, в 2005 году. Ну, а в связи с чем я тоже вам здесь расскажу. Итак, друзья мои, сейчас я последний билет не видно, да? Вот последний билет. Нижний, вот там я в форме сотрудника УИН. Вот эти мои 3 билета Либерально-демократической партии. Я эм, очень гордился, что я состою в этой партии. Одно время я даже был координатором Ингодинского района. Ну, правда, я особо так ничем так, у меня вообще организаторских способностей нет. Просто я был единственным таким более-менее толковым, парнем, в нашем районе, и мне поручили. Я, по крайней мере, занимался сбором подписей, агитацией, потому что, ну, много было всяких, кампаний. И, коробками носил со своими друзьями литературу, газеты, брошюры. Мы ходили по, своему участку и, разбрасывали, по почтовым ящикам литературу. В общем, вот такая была работа. Вот. И в 95 году мы с друзьями, я, Андрей Хрущев, вы его знаете хорошо, и Толик. Они, кстати, сейчас живут оба, как и я, на Кубани. Андрей жил здесь, в Анапе, какое-то время, ну а сейчас уехал в станицу Ивановскую, к другу нашему Толику. И вот, Толик, Андрей и я в 95 году ездили в Москву, ну, мы ездили туда, в общем-то, на отдых. Но, конечно же, мы все были члены, ЛДПР. И вот, 9 мая мы собрались на митинг. И я сейчас вам прочитаю, как это было. Чтобы попасть на митинг, мы проделали длинный путь, который в конце концов оправдал себя. Из дома отдыха до Рыбаков, ну, такая деревня Рыбаки, доехали на автокране. На развилке шофер нас высадил, и мы стали ждать автобус. По дороге иногда проносились машины, которые Толя, тщетно пытался остановить. Было свежо. Было свежо. Вдали открывался вид круглого озера. Слева от дороги, строились коттеджи из красного кирпича. Подождав минут 20, мы поняли, что ждать автобус бесполезно, и пошли пешком. Снова, нет, сперва вдоль строящихся коттеджей, потом свернули на проселочную улицу и пошагали по деревне. Старина Пью, ну, так мы называли в шутку Андрея Хрущева, и здесь я его в дневнике называю старина Пью. Так что, когда вы это имя слышите, имейте в виду, что это вот про Андрея, который вот вы его хорошо знаете по моему каналу. Старина Пью все ворчал, мы подбадривали его с Толей, я шутил. Вот скажу Роману, что не хотел на митинг идти, а Роман — это Амплеев, вот как раз который
и подписал. Он был нашим руководителем. И так, сейчас. Так. И вот, деятель в щите. Вот. Скоро надежда сесть на автобус хотя бы на следующей остановке окончательно развеялась. Не прошел ни один автобус. Мы не заметили, как кончились рыбаки, ну, вот эта самая деревня, и началось Озерецкое. В Озерецком нам подфартило. Мы поймали рафик, на котором доехали до самого вокзала в Лобни. Когда ехали, я сказал: «Приятно, что не к тёще на блины едем, не в магазин за шанишками, а на митинг». До Москвы ехали в тамбуре электрички. В тамбуре электричка была переполнена. Просто, во-первых, освещение не очень хорошее. Во-вторых, уже почерк свой я плохо разбираю, друзья мои, поэтому прошу прощения. Сейчас я немножко сделаю поярче свет. Вот, и буду дальше читать. Так. У нас такая сегодня встреча с вами семейная, потому что вы тоже Жириновского знали хорошо. Вот. Я еще буду интересные вещи читать про него, про мою встречу с ним. Стихи буду читать еще в конце. В самом конце я прочитаю стихотворение, посвященное Жириновскому, которое я написал. Так вот, друзья мои. Метро молниеносно донесло нас до Сокольников, где, как я понял из газеты, должен состояться митинг, встреча. Немного походив возле станции метро, недалеко от нее, у здания универмага, с радостью заметили андреевские и черно-желто-белые флаги и устремились туда. Когда Жириновский начинал свою деятельность, то он использовал такую символику имперскую, как раз вот черно-желто-белые флаги. И я потом вам покажу кадры, хроники, которые я тоже снимал. Видите, я снимаю очень давно, с 96 года, и вот как раз я снимал закрытую конференцию. Не знаю, почему она была закрытая, но тем не менее, вот там этот флаг мы увидим с вами. Я вам все покажу. Я сегодня хорошо подготовился. Так вот, мы увидели андреевские и черно-желто-белые флаги и устремились туда. Митинг еще не начался. Было только 13 часов, и ждать оставалось целый час. С торца универмага был уступ, к которому шли металлические перильца. Видимо, что-то на вроде площадки, трибуны. К загородке были прикреплены флаги. Ближе к углу стояли 2 микрофона на квадратной колонне. На квадратной колонне висел плакат 50-летия Победы и плакат с портретом Жириновского. Их было несколько, и на стене здания. На уступе внизу был растянут транспарант с надписью «Либерально-демократическая партия России». Описывать всякие архитектурные нюансы не очень-то мне удается, поэтому извините, если вы не поняли, где был натянут транспарант
и к чему крепились флаги. Да, можно было просто написать, что место выступления было украшено транспарантом и флагами. Было бы, конечно, проще, но это я уж сейчас. Тогда я еще был малоопытный журналист. Рядом стоял автобус с целой батареей громкоговорителей на крыше. Окна автобуса были закрыты синими шторками. Вездесущий Толик сообщил мне, что Жириновский в автобусе, он его увидел. «Иди посмотри, он там, в фуражке». Я тоже увидел силуэт, фуражку и сказал Толе, что это должно быть милиционер. Ну вот видите, я какой, Фома неверующий. Вокруг была суматоха. Сладков торговали книгами Жириновского, раздавали листовки и газеты. Тут же эти же газеты продавали по дешевке. Мы купили по значку. Старина Пью приобрел 3 брошюры о судьбе России. Тут же в толпе симпатичная девушка с микрофоном и видеооператор брали интервью. «Сейчас выступлю», – шепнул я Толе. Передо мной говорили двое, второй в шляпе, в плаще, приехал из Нью-Йорка, русский, говорит спокойно, уверенно, грамотно. Непростое это дело, волновался я, переминаясь с ноги на ногу. «Вы не желаете сказать пару слов?» – обратилась корреспондентка к женщине, стоящей по соседству. Та отрицательно замотала головой. Тогда я сделал шаг вперед. «Я скажу». Даже не слышал вопроса, который задала девушка. Передо мной возник черный микрофон, синий глаз видеокамеры тут же застыл на мне, и я стал говорить. «Я приехал из Читы специально увидеть и услышать Владимира Вольфовича. И понес. Я уверен, что либерально-демократическая партия одержит победу на выборах, а Жириновский станет президентом России». Облегченно выдохнул, но девушка еще спросила: «А почему вы доверяете Жириновскому?» Я сказал, что это честный, ничем не запятнанный человек, умный и грамотный политик и тому подобное. Спасибо. Телевизионщики пропали в толпе, а я, расправив плечи, гордо зашагал дальше. «Толик, ты видел? Толик, ты слышал? Толик, ты рядом стоял? Как я, а?» Вскоре головокружение от успеха прошло, мы разбрелись по площади. Тут, в 2 шагах от места митинга, кипела жаркая торговля, и было не протолкнуться. Прибежал Толя. «Пойдем, что-то покажу». «Это такое? Такое?» Мы с Андреем решили, что просто обязаны. Меня подвели к витрине комка. Ну, комками называли такие павильончики. Тогда же кооперативная торговля только-только набирала силу. Вот. И вот были такие вот, в Чите это были просто какие-то такие железные, которые закрывались там на ночь такими щитами, ставнями, потому что алкашня вот эта вся могла и разбить, и проникнуть туда. В общем, такие были вагончики-броневики, вот, с амбразурой, и через эту амбразуру, особенно ночью, подавали. Ну, в основном люди, конечно, ночью брали спиртное. Вы это тоже помните, те времена. Так вот, мы подошли к этому комку, где на полке красовалась бутылка с портретом Жириновского в пальто, красном шарфе и картузе. Водка так и называлась – Жириновский. Но посовещавшись, решили взять ее на обратном пути. Оставив товарищей, я поспешил к трибуне, было около 2, занял удобное место возле бортовой машины, на которой была установлена камера, прямо напротив микрофонов. Через минуту неожиданно на трибуну вышел Владимир Вольфович.
в новенькой, с иголочки форме подполковника российской армии. Толпа оживилась, мои руки сами по себе взметнулись и захлопали, влившись в общий всплеск аплодисментов. Был он строен, подтянут, лицо под козырьком фуражки сосредоточено, как на фотографиях. Руки сложены впереди. Я заметил, что левая рука лежала на правой. Свое традиционное выступление он посвятил наступающему празднику Победы. Потом я так передам суть его выступления своим соседям по столику, ветеранам. Ну, то есть вот мы были же в этом доме отдыха и обедали в столовой, и там у нас как раз сидели за столиком в соседях два ветерана. И вот я, когда приехали, я так им сказал. Он сказал, что мы победили во Второй мировой войне, а живем как побежденные. Народу собралось много. Пришли представители окружных организаций Москвы. Они стояли кучками, каждая со своим плакатом. Было просто полно слушателей. Некоторые проходили мимо, пробираясь через толпу народа, бросая какие-нибудь фразы типа «да-да, рассказывай сказки». А один пьяненький с лицом Шарикова из «Собачьего сердца», остановившись напротив трибуны, заорал во все горло матом. После короткого замешательства его вытолкали вон, а там, за пределами круга, еще и дали, я видел, по морде. Жириновский говорил, люди слушали, я слушал и искал глазами Толю и старину Пью, оглядывался по сторонам, отмечая, что некоторые слушают, открыв рот, и даже что-то записывают, а другие просто блаженно улыбаются, видимо, наслаждаясь моментом и теплым весенним днем. На торговой площади вообще вовсю кипела как ни в чем не бывало торговля. На трибуне рядом с Жириновским стоял генерал-майор Филатов, которому, в кавычках, цитата, которому в свое время не дали сказать правду об Афганистане, еще какой-то полковник и множество другого народа. Никакой спецохраны особо заметно не было, хотя то здесь, то там виделись широкоплечие парни со сложенными впереди руками. А вообще можно было спокойно, беспрепятственно обойти Жириновского сзади и стоять там, как некоторые делали. Как только Владимир Вольфович закончил часовую речь, Толя дернул меня за рукав. «Пошли, подадим ему наши партбилеты расписаться». «Толя, ему, наверное, не до того», – замялся я. Но вскоре мы пробрались к трибуне справа, где парни в кожанках еле сдерживали на бежавшую толпу, жаждущих получить автограф на книгах и на фотографиях. Но наши партбилеты они взяли сразу. Вольфович быстро подмахнул их, и нам также бережно их передали обратно. Довольные, мы пошли подкрепиться. Вот, и, кто сейчас только присоединился к моей трансляции, сейчас я вот покажу тот самый билет. Вот, друзья. Вот. Потом еще с Жириновским тут связано один момент. Мы же поехали тоже все втроем, поехали в Луков переулок, в штаб-квартиру ЛДПР. Вот. Но там мы Владимира Вольфовича не застали.
Мы представились там, что мы приехали издалека, из Забайкалья, что мы члены ЛДПР. Нас там провели по этажам, показали, как там располагается. Ну, это, в общем-то, такое было серьезное учреждение. Ну, как обычно, всякие там различные организации там именно, ну, партийные организации разных районов располагались. Там бухгалтерия, актовый зал, дежурная часть. Ну, в общем, все такое серьезное было учреждение. Мы тоже там эм, взяли литературу, газеты. И я там спросил у одного сотрудника, где Жириновский покупает вот эти вот картузы, черные картузы. И нам сказали, что такие картузы продают в Кунцево. Вот. Но до Кунцева я не добрался тогда в ту поездку. И вернувшись в Читу, я, конечно, захотел такой же картуз. И по-моему, в сентябре, ну, было уже холодно, в октябре, скорее всего, мы как раз с Наташей в это время познакомились, с моей вот женой. И ее какая-то знакомая, она как раз шила вот головные уборы, кепки. Мы с Наташей поехали и заказали мне кепку. Я сейчас ее принесу. Она, эта кепка, моя Жириновка, до сих пор у меня. Я сегодня, кстати, в ней ходил по делам. Вот она. Вот она, Жириновка. Это кожа. Очень хорошая. Я в ней даже хожу до 20 градусов мороза. Я очень люблю эту кепку. Так. Вот такая кепка. Вот это тоже такая своеобразная память о Владимире Вольфовиче. Так, что еще? Сейчас я вам покажу фотографию, еще одну фотографию. Еще одну фотографию. Так, уже показываю. Сейчас, подождите. Так, вот. Эта фотография сделана в Чите.
историю, связанную вот с этой фотографией, как Жириновский приехал, как мы его встречали. Сейчас я как раз Так, итак, сейчас я вам это поведаю. У меня это все записано. Вот, я такой человек, записывал все. Итак, моя встреча с Жириновским. Это такой маленький очерк. Часто ли нам приходится близко, что называется, вживую наблюдать политиков с мировым, пусть иногда даже скандальным именем, каким является, например, Жириновский? Расскажу об одной встрече с ним. Был я тогда рьяным приверженцем либерально-демократической партии и даже занимал пост координатора в своем районе. Поэтому, когда стало известно, что главный идеолог либеральных демократов нанесет визит в Читу, в число встречающих включили и меня. Персональный авиалайнер Владимира Вольфовича приземлился поздним июльским вечером, когда город уже стоял окутанный чернильной тьмой. Все организаторские хлопоты взяла на себя местная организация ЛДПР. Никто из представителей властных структур в аэропорт прибыть не удосужился. Пригласили оркестр, подготовили русскую красавицу в расписном кокошнике и караваем на белоснежном рушнике, постелили бордовую дорожку. Правда, оркестр на летное поле не пустили, как, впрочем, и прессу. Но музыканты, оставленные на площадке перед зданием аэропорта, так усердствовали, что торжественно-трубные раскаты марша было хорошо слышно за километр. Владимир Вольфович был в прекрасном расположении духа, с удовольствием попробовал забайкальского хлеба-соли, с не меньшим наслаждением расцеловал русскую красавицу-гуранку и, окруженный оживленной толпой из встречающих, членов делегации и собственных телохранителей, бодрой походкой проследовал по темно-красному ворсу дорожки в здание аэропорта. В небольшом зальчике для VIP-персон крупный гость присел за стол, весь уставленный микрофонами и ослепляемый непрерывными вспышками фотокамер и яркими софитами телевизионщиков, коротко и без особой охоты пообщался с репортерами. На ужин он остановился в «Красном драконе». На следующий день счастливчики, присутствующие на ужине, рассказывали, что пир в мотеле был силен, однако Вольфович ограничился лишь рюмкой водки «Абсолют», а охрана не пила вовсе. Кстати, один из хранителей тела главы ЛДПР оказался нашим земляком, читинским парнем. Его мама специально приехала в аэропорт, чтобы повидать сына, но ей удалось переброситься с ним лишь парой-тройкой слов. Сыну нельзя было оставлять драгоценное тело ни на секунду. Итак, я приехал в штаб-квартиру. За час до начала мероприятий боялся опоздать. Рослые ребята из местной службы безопасности в камуфляжах, пятнистых беретах и с кобурами на ремнях беспрепятственно меня пропустили, предупредив, что сам еще не на месте. Ой, что сам уже на месте, наоборот. Я насмелился пройти в кабинет и увидел там бодрого, в ослепительно-белой рубашке, ярком узком галстуке, свежеблагоухающего дорогими ароматами Жириновского. Он сидел в кожаном кресле под большой партийной эмблемой, вырезанной из дерева, соколом с распростертыми над Россией крыльями. По углам стояли знамена: Андреевская с перекрещенными голубыми полосами полосами и бело-золото-черный флаг Российской империи. Владимир Вольфович, видимо, был занят какими-то великодержавными мыслями,
но, заметив в кабинете прибавление, сразу оживился. Мы поздоровались. «Быстро дай мне телефон администрации», — сказал Жириновский. «Вот под стеклом. Листок, Владимир Вольфович», — указал я на стол. Жириновский стал быстро нажимать кнопки телефонного аппарата. Приготовившись к разговору, вальяжно откинулся на спинку кресла, выпитив округлый живот. «Алло, с кем говорю?» «Жириновский говорит с вами. Где Гиниатуллин?» А Гиниатуллин — это наш губернатор. «Нет, давайте зама. Нет, давайте зама». На секунду вся строгость его пропала, но только на секунду. «Кто? Вы что, очумели там все? В область прибывает депутат Государственной Думы, руководитель крупнейшей парламентской фракции. Никто ничего не знает, полный бардак. Где сопровождение? Где ГАИ? Где ФСБ? Охрана? Что, не знали? Немедленно все организовать!» И бросил трубку. Вскоре прибыли другие партфункционеры во главе с Богатовым. Еще через некоторое время колонной из нескольких «Волк» и 2 автобусов мы выехали по направлению к Дому культуры железнодорожников, где должна была состояться встреча партийного актива со своим московским руководителем. Впереди, поблескивая синим маячком, шла машина госавтоинспекции. А на обратном пути уже на каждом перекрестке, перекрывая движение транспорта, стояли инспекторы с полосатыми жезлами, и пока мимо следовал кортеж Жириновского, вытянувшись в струнку, держали руку под козырек. Когда Владимир Жириновский покидал солнечную Забайкальскую землю, нас, провожающих, уже без лишних формальностей пропустили на летное поле. На память о посещении нашего края Жириновскому подарили медвежонка. Подарок ему пришелся по вкусу. «Назову его Борей в честь Ельцина», тут же выдал новый хозяин Мишки. «У меня на даче много всяких зверушек. Есть Чубайс, Гайдар. Недавно привез из Башкирии барана. Он у меня Гриша, как Ивлинский. Скоро на шашлык пойдет». И громко от души рассмеялся. Долго еще мы стояли в ожидании момента, когда самолет Жириновского с надписью «Орел» на фюзеляже и изображением орлиной головы на хвосте не вырулит на взлетную полосу и, взмыв в небо, не возьмет курс на Москву. С нами стояла мама охранника Владимира Вольфовича и причитала, что ей так и не удалось поговорить с сыном, накормить его вкусными домашними пирожками. Ну вот такой небольшой очерк, друзья мои. Спасибо, кто послушал. Что еще? Сейчас я вам покажу вот как раз фрагмент из вот этой вот закрытой партконференции. Сейчас она у меня уже где-то здесь. Это был 90, по-моему, 6-й год тоже. Сейчас увидим. Или услышим, я сейчас уже не помню. Так, сейчас, друзья мои. Так, сейчас, друзья мои. Сейчас компьютер трудно справляется со всякими заданиями, которые я ему тут выдаю, поэтому он немножко так притормаживает. Но сейчас мы все увидим. Все увидим, друзья мои. Так. Так. И его зам по работе, начальник Вот как раз флаг. аппарата нашего чеченского Красиного
Ну, это начало. Так ты что, снимаешь, что ли? Конечно. А, так ты там так бы и сказал. У тебя аппарат серьезный. Знамя. Картину вон засними. Видишь, да? Товарищи, на пятую партийную конференцию Читинской региональной организации прибыло 103 человека. Все приглашенные со всех районов прибыли. Есть предложение открыть пятую партийную конференцию Читинской партийной региональной организации. Если нет других предложений, прошу мандатами голосовать. Всех садится. Того, что мы не совсем четко и сплоченно сработали, почему у нас и конференция, в принципе, закрытая по распоряжению центра. Мы не пускаем сюда журналистов и не членов партии. Приглашенные со всех районов люди, которые здесь находятся, должны знать то, что сегодня происходит в целом в Высшем Совете руководства партии в Москве и непосредственно здесь на месте. Вы сами знаете, что мы фактически плохо сработали фактически этот раз по сбору подписей. Это самый большой прокол, имея такую грандиозную силу, как наша организация. Вы знаете, что нас уже действительно очень много человек. И каждый бы фактически, если бы собрал по 10 подписей, то нам бы существенно было легче. Почему я это именно сейчас говорю? Потому что с 1 февраля 1996 года будет на седьмом съезде в Москве решена кандидатура от Либерально-демократической партии России, кто будет выдвинут президентом России, и под эту кандидатуру будет начат сбор подписей. На наш регион уже сейчас спустили 70 тысяч. Мы должны собрать подписей в поддержку кандидата в президенты России. 70 тысяч. Официально пришла бумага. Поэтому я говорю, это очень большая цифра для нашего региона, так как сроки будут сжаты, скорее всего, месяц-полтора. Поэтому нам надо будет очень приложить максимум усилий для того, чтобы собрать данные подписи. Так же, как и в центре, наступила синяя мгла. То есть все считали, что уже мы без боя получим большинство в Государственной Думе, без боя получим большинство мандатов. Это не получилось. Мы знаем. Почти один только человек. И к этому единственный выход, если хотите, из ситуации. А это пагубно. И, наконец, преступность. Нет ее лидера, нет. Ну, в общем, она практически уже в зачаточном состоянии. Вот на это нет программы женской организации. Именно для женщин какие-то там. Чтобы полетел на съезд Богатов Владимир Владимирович и его зам по работе, начальник аппарата нашего читинского, Красин Валерий Викторович. Так, спасибо, Роман Анатольевич. Повестка дня исчерпана.
Значит, вот в качестве справки многие с районов приезжают, пока гостиницы нет, да, просьба, если ночевать уже в крайнем случае негде. Думаю, в самое ближайшее время мы встретимся. И именно здесь. Это картины моего приятеля Виктора Новолоцкого. К сожалению, он тоже уже в мире ином. Это в автобус. Ваш район такой Озунский, да? Нет, там всякая разная швалка. Для регистрации нужен юридический адрес. И второе, что нужно будет, это Ну вот, друзья, посмотрели мы. Видите, закрытая конференция, не пускали журналистов, не пускали не членов партии, а мне удалось снять. И как раз осталась память о Богатове. Это вот председатель партии был в Читинской области, предприниматель, очень хороший такой человек, но, к сожалению, в лихие 90-е его убили. Жалко, конечно. Но что ж, так вот партия набирала обороты, и я, конечно, горжусь, что я тоже приложил к этому свои усилия. Так, теперь что еще у меня есть для вас показать? Так, и что есть показать? Это. А, Ну вот, к сожалению, я почему был в этой партии до 2005 года, потому что, во-первых, я тогда увлекся идеями монархическими, имперскими, а каждый имперец, каждый монархист у нас, ну, обязан быть антисемитом. Ну да, это была такая моя страница тоже в моей жизни. Ну что делать? Вот я всегда очень честно везде, так скажем, служил. Вот. И если уж назвался груздем, полезай в кузов. Поэтому вот так вот, да, принимаешь какую-то идеологию, и вдруг у тебя появляются какие-то противники, какие-то враги. Понимаете, вот сейчас-то я либерал, сейчас у меня врагов практически нет. Понимаете? Это наоборот, я сейчас враг многих. А для меня вот все сейчас люди равны. Я об этом вот вчера говорил на лавочке. Почему я должен считать себя выше всех, а кого-то ниже? Нет. А вот на тот момент, в конце 2005-го, в начале 2006-го, я вот встал на позиции монархические. И вот я написал вот такую статью, друзья мои, сейчас я ее вам прочту. Так, а где же она у меня, эта статья? Так, сейчас вспомню. Вспомню, где эта статья. Она у меня где-то здесь. Сейчас я ее найду. Да, я ее нашел, и сейчас я вам ее открою, здесь тоже покажу и буду зачитывать. И буду зачитывать. Так, тут у меня, друзья, я смотрю 15 сообщений. Как только я закончу вот эту свою основную часть,
я обязательно прочитаю ваши вопросы и отвечу на все и отвечу. Просто сейчас вот не хочу отрываться, и мне надо непременно. Так. Ну вот, видите, да? Это значит, у меня статья, называется она «Почему я больше никогда не пойду голосовать за ЛДПР». И тут вот фотография, видите, вот фотография, это сделано в Новосибирске. Я как-то был проездом в Новосибирске, иду, значит, такой, смотрю, митинг ЛДПР, флаги, и я вот подошел и сразу же, конечно, взял в руки флаг и сфотографировался. Итак, друзья мои, эту статью я написал в 2006 году, она была опубликована в одном из номеров газеты «Русское Забайкалье». Эта газета потом признана экстремистской, и выпуск ее был запрещен. Русский народ и евреи. Сейчас я вспоминаю 94 год, когда я впервые в Чите увидел на Театральной площади яркий черно-золото-белый русский имперский стяг. Стоял столик, пухленький молодой человек вел запись в партию. Выступления Жириновского тогда вызывали большой резонанс в обществе. Многие видели в нем настоящего патриота, но демократические СМИ называли его не иначе, как фашист. Без всяких сомнений я написал заявление о приеме в ЛДПР и пробыл в ее рядах более 11 лет. Вскоре мне предстояло познакомиться с серьезным, внушающим доверие региональным партийным координатором Владимиром Богатовым. Я стал внимательно читать партийную литературу. Мне, далекому тогда от идеи монархии, нравилась программа либеральных демократов, в частности, позиция по национальному вопросу. Жириновский предлагал строить унитарное государство без каких-либо национальных образований по типу Российской империи. Это позволит русским людям, россиянам, писал Владимир Вольфович, исконно живущим на своей территории, осознавать, что у них есть свое государство, а не какое федеративное или конфедеративное образование, в котором они утрачивают свою государственность и национальность. По сути, это была идея России для русских. Шли годы. Я внимательно следил за деятельностью партии в Государственной Думе, удивлялся прозорливости Жириновского по многим вопросам, а главное, не находил больше сил на легальном политическом поле, отвечающих моим воззрениям, кроме ЛДПР. Мы напишем имя России с золотыми буквами на всех политических картах мира, орал он в период выборов в 1999 году, а в 2003 вся его выборная кампания проходила под лозунгом «Мы за бедных, мы за русских». Правда, в предвыборной горячке я не обратил внимания, что отношение к русским, как к великому народу, у Жириновского уже прошло. Русские сегодня, читаем мы в одной из агитброшюрок, более чем когда-либо нация обездоленных пролетариев. В своем романе «Иван, запахни душу» главный ЛДПРовец пытался лишь вызвать у читателя жалость или пренебрежение к русскому человеку. Да, иногда у тебя татуировка на руке, да, у тебя иногда нож в кармане, да, иногда у тебя пусто в желудке, и туда ты заливаешь водку, нашу самую лучшую в мире русскую водку. Но и это у тебя отобрали сегодня, залив страну суррогатом. И все-таки 500-страничный труд был назван антисемитским. И действительно, какая-то часть этого опуса была посвящена вредному для России, по мнению Владимира Вольфовича, еврейскому сообществу. Евреи – самая вырождающаяся нация, писал Жириновский. Небольшого роста, худые, злые все, лысоватые, в очках,
Глаза бегающие, ручки трясущиеся, размер одежды 48-50, не больше, с кучей болезней, черненькие. И вот Береза, типичный представитель, пишет лидер ЛДПР. Равинов в книге Жириновский называет на редкость занудным и тошнотворным слоем мирового еврейства. А историю евреев, где есть все и обо всем, но понять невозможно почти ничего, типичной еврейской талмудистикой. Это, друзья мои, я привожу цитаты из работ Владимира Вольфовича Жириновского, так что это не мои слова. Сам сын юриста историю евреев описывает в одном абзаце. Моисей, Моше, в еврейской традиции основоположник иудаизма, сплотивший израильские племена в единый народ. Одно из наиболее изворотливых и лживых еврейских племен фарисеи говорят на словах одно, а на деле делают совсем другое, оболгали Христа, оговорили его перед римским прокуратором Пилатом, и тот отдал команду распять Христа вместе вора Вараввы. С тех пор евреи, одни из самых ревностных борцов против христианства, особенно против православия. Это, опять же, друзья мои, цитата из работы Владимира Вольфовича Жириновского. Это не мои слова, так что прошу учесть. И сейчас я их здесь привожу только в информационных и образовательных целях. Следующая глава. Не сын юриста, а сын еврея. Так мог отозваться об евреях только человек, действительно святый верующий, что он сын юриста. Однако, видимо, кто-то, можно догадаться кто, был очень заинтересован в поисках еврейских корней Владимира Вольфовича. И что же? Корни его папеньки юриста отыскались в Израиле. Сегодня, вглядываясь в портрет Вольфа Ицхака Эйдельштейна, поражаешься антропологическим наблюдением Жириновского. И черненький, и худой, и лысоватый, и в очках. Вот только не юристом он был, а агрономом по образованию. Они встретились с матерью Жириновского в годы войны в Алмате. Еще до рождения сына Владимира он уехал в Варшаву, а вскоре эмигрировал в Израиль, где прожил до конца своих дней. В 1983 году его сбил автобус. Похоронили Ицхака в городе Холони, недалеко от Тель-Авива. Жириновский сначала пытался отрицать факт нахождения следов отца. О месте его захоронения сообщил канал НТВ. «Никаких данных у меня нет, ничего определенно неизвестно», говорил он еще в июне 2006 года. «Никто этим поиском вообще не занимается, поскольку нет исходных материалов. Я искал следы отца в Казахстане, в Польше, в Сорбонне, где он учился. Никто ничего не может ответить. Поэтому о поездке в Израиль речи нет». Это опять цитата из Жириновского. И все-таки вместе со своим сыном Жириновский оказался в Израиле. В аэропорту он заявил журналистам: «Моя мама русская. Все разговоры о том, что мой отец еврей, о том, что я наполовину еврей, это слухи. Об этом говорит весь мир, но мне хотелось бы посмотреть документы. Ваши Моссад и Шин Бет должны попробовать доказать, что я наполовину еврей». Но вскоре, поставленный перед фактом и пролив на могиле отца искренние слезы, он сказал: «Тот, кто называет меня антисемитом, использует против меня пропаганду. Это неправда. Я не антисемит и не фашист. Евреи очень умны и очень талантливы, как никто другой в мире. Я не провокатор. Иногда полезно дразнить людей, вылить им на голову ушат воды или отшлепать. Я за вас, я не против вас. Все, что приписывали мне в моем антисемитском прошлом, осталось в прошлом. Мои взгляды изменились». Результаты прошедшей метаморфозы с лидером либеральных демократов не заметили сказаться. В октябре 2006 года после выступления депутата Госдумы от фракции ЛДПР Николая Курьяновича с националистическими лозунгами на одном из митингов Жириновскому пришло письмо от Берлазара. К сожалению, ряд событий последних месяцев, писал главный раввин России, начинает
начиная с печально известного антисемитского письма 500 и кончая фашистской выходкой господина Курьяновича, дискредитируют вашу партию. Буду вам крайне признателен, если вы примете действительные меры по очистке рядов ЛДПР от расистов и антисемитов и однозначно жестко определите позицию вашей партии по национальному вопросу. Указание главного хасида было исполнено с холопской расторопностью. Курьянович был исключен из партии, а о позиции Жириновского по национальному вопросу мне удалось сделать выводы во время его кратковременного визита в Читу 10 августа 2007 года. Вот, друзья, я сейчас дальше дочитаю, но вот почему я вышел из партии Жириновского. И вообще интересно, как партия Жириновского менялась вслед за его взглядами. То есть он сначала, смотрите, начинал под имперским флагом, под которым потом в свое время потом уже ходили скинхеды и другие там националисты. И я ходил потом в Союзе русского народа, и какие-то другие русские партии были, понимаете? Но Жириновский, как только он действительно документально установил, что он является сыном еврея, то сразу он избавился от националистов в своей партии, и партия сама тоже сразу поменяла свой курс. То есть она перестала быть такой имперской и стала больше, в общем-то, либеральной. Вот как раз в 2006 году. Но тогда я еще лично не был готов к либеральным идеям. Вот. Притом я как бы не нашел в себе еврейских корней, поэтому я-то остался на позициях имперских, поэтому я потом посчитал, что Жириновский предал дело монархии и имперские идеи, и поэтому я, естественно, со своими соратниками перешел в монархическое движение. Вот. Ну, дальше читаем. Жириновский развеселил читинцев. Посмотреть на лучшего актера в политике к драмтеатру пришло много читинцев. Среди толпы тусовались молодые активисты партии с голубыми знаменами ЛДПР, желтыми и голубыми шариками в руках. Партер и балкон в зале театра были набиты до отказа. Чтобы ожидающим не было скучно, на небольшом экране демонстрировался агитационный фильм, где за выдающегося политика высказывались такие личности, как объявленный в международный розыск Березовский, тот же на редкость занудный и тошнотворный Берлазар, карточный шулер Борис Немцов, видимо, давно простивший своему обидчику стакан апельсинового сока в рожу. Пришедшим на Жириновского было предложено написать записки с вопросами и передать их в секретариат. Я написал, как партия будет решать русский вопрос, когда Россия будет законодательно признана мононациональным и моноконфессиональным государством. Однако, увидев за столом секретариата Аркадия Шемелина, представителя контрольной комиссии Читинского регионального отделения ЛДПР и по совместительству руководителя еврейской национальной культурной автономии Читинской области, я понял, что мой вопрос до адресата не дойдет. Так оно и вышло. Впрочем, не дошло вообще ни одного больного вопроса. Когда Жириновский сам вскипел под напором возмущенных зрителей, ждущих ответа на свои вопросы, было уже поздно. Шемелин уже тихо и незаметно исчез вместе с кипой записок. Ни словом бывший фашист и антисемит не обмолвился на тему выживания русского народа, зато под общий хохот зала ударился в розмыслы о жизни африканцев. Размножаются дикие народы. В Африке по 15 детей рожают. Кто слабый, тот умер, а здоровый остался. То есть там нет демографической проблемы и нет врачей. Все естественно. 15 родилось, каждый второй сдох. Остальные остались и без врачей живут. Конечно,
такой перспективы для России Жириновскому не надо. Лучше уж цивилизованно вымирать, следуя западным программам планирования семьи. Ну, тогда вот я опять делаю отступление. Тогда мы, да, вот эти вопросы поднимали. Планирование семьи, прививки, значит, вот эти вот однополые браки. Все это мы, конечно, поднимали, костерили, писали, листовки, газеты. В общем, ну, жаркая была у меня деятельность. Публика, видимо, только посмеяться и пришла. Как-то отвечая на серьезный вопрос о возвращении Крыма в состав России, у Владимира Вольфовича вылетело «вернем со временем». Я зааплодировал, но мои хлопки были единственными. Никто больше не поддержал. Друзья, смотрите, какой я был. А? То есть, когда Жириновский сказал «вернем Крым», из всего большого зала только я похлопал Жириновскому. Все остальные промолчали. Так. Кроме неизвестного автора вопроса, тема утраченных территорий явно никого не волновала. Напрасно я пытался что-либо найти о проблемах русского народа и строительстве новой империи в многочисленных брошюрках, раздаваемых в фойе театра. Национальному вопросу лидер ЛДПР уделил лишь по 1-2 странички в конце этих книжек, причем явно подкорректировав его в угоду главному раввину. Читаем. Партия стремится к достижению полного равенства граждан России независимо от национальной принадлежности. И далее. Право малого народа на политическое самоопределение возможно лишь в 2 условиях. Соблюдение интересов большого государствообразующего народа и при возможности экономического самообеспечения. Если эти условия могут быть выполнены, существует гипотетическая возможность проведения переговоров и полюбовного развода, образец чего показали Чехия и Словакия. Вот так. О мощном унитарном русском государстве империи уже ни слова, а о территориальном делении на губернии где-то робко и невнятно. Страну, оказывается, можно продолжать разваливать, но опять же соблюдая лишь некоторые условия, цивилизованно и полюбовно. Эпилог. Нет никаких сомнений, что к предстоящим выборам ЛДПР подошла абсолютно другой партией, растеряв последние остатки здравого национализма и державности. На кого же рассчитывают Жириновский и его команда и кремлевские политтехнологи? На Иванов, не помнящих родства и заливающих в свой голодный желудок дешевый спирт? Или на тех счастливчиков-стариков, которым досталось в конце выступления на хлеб по сотне другой? Уж я за партию, которой руководят раввины и Эйдельштейны, голосовать никогда не стану. Александр Полуполтинных. Но вот это такой я, друзья, был. Эта статья была написана, выложил я ее в 2011 году здесь на свой этот ЖЖ, а написал я ее в 2006 году. Ну, что делать? Я всегда, друзья, был таким честным, то есть если я что-то чувствовал, если что-то мне не нравилось, как вот сейчас, я это всегда говорю, я это заявляю, и я не боюсь заявлять свою позицию. Вот. Что еще я хотел вам сегодня рассказать? У меня еще осталось стихотворение для вас. Вот. Стихотворение. И, в общем-то, все. Билеты показал, фотографии показал, видео показал. Вот, кстати, со встречи, я не знаю, слышно будет, не будет.
Друзья, напишите, слышно Жириновского? Слышно, нет? У меня просто сейчас вот ролик тут проигрывается. Слышно его или нет, друзья мои? Напишите. Так, ну никто что-то мне не пишет, слышно, не слышно Жириновского. Вот сейчас проигрывается. Друзья, напишите. Так, и у меня осталось еще стихотворение, а потом ответы на ваши вопросы. Итак, стихотворение. Это стихотворение я писал для газеты «Голос народа». Да, так называлась газета. Так называлась газета, друзья мои. Так. Сейчас я буду его читать. Жизнь или смерть? Вопрос стоит ребром, и мысли наши вновь пришли в движение. Россия гибнет, кто повинен в том, и кто поднимет знамя возрождения? Не верьте тем, кто лгал уже не раз. Один лишь тверд и честен перед вами. Владимир Вольфович, грядет, грядет ваш час. Сегодня вам мы доверяем знамя. Когда-нибудь великий наш народ империи российской златоглавой и в вашу славу гимны пропоет. Стихотворение, друзья, называется «Знамя Возрождения», и что самое интересное, это акростих, то есть если друзья мои, и сейчас я наконец-то приступаю к вашим вопросам. Данила Череватюк. Очень интересная у вас форма, Александр. Мгм. Андрей Хрущев. Отлично. О, Андрей меня смотрит. Ха, вот это да. Андрей, привет тебе. Привет и Толику. Помните, как мы на митинге Жириновского были? Артем Меликян. Доброго вечера. У нас в Астрахани на выходные обещают тепло, солнечно, плюс 20. А у нас сегодня в Анапе был дождь. Жирика отравил любовник. Ну, это пишут злые языки. Красная армия хуже гитлеровской. Ну, мы не будем сравнивать. Красная армия всех сильней. Да, была такая песня. Снести памятник неизвестному насильнику. Что-то тоже непонятно, хулиганство какое-то. Чита не Россия, чита в оккупации. Тоже не пойму, что это значит. Читать не умеешь, фу. Ну,
Да, потому что рукопись, друзья мои, почерк и давно не читал, поэтому и свет плохой. Ну, все равно же прочитал кое-что. Гиниатуллин, его зять «Мафия». Еще какая-то реплика. 103 человека прямо на Иранскую Советскую Республику создавали. Вот. И все, друзья мои. На этом я свою сегодняшнюю трансляцию заканчиваю. Сейчас еще раз покажу вам фотографию, где я запечатлен и Жириновский на одном, так скажем, полотне. Вот эта фотография. Вот смотрите, друзья, вот стоит Владимир Вольфович, это вот Владимир Богатов, это Красин, заместитель Богатова, там Роман Амплеев. Ну, вот я. Вот я в синем пиджаке, галстучек туда-сюда. И даже я еще не совсем лысый, у меня еще есть какой-то кустик на голове. Вот такая была моя молодость, и я, в общем-то, не жалею. Знаете, друзья, я, когда переезжал из Читы, я перевозил книги, ну, понятно, художественная литература, все это с собой. Но кроме этого, я взял еще сочинение, сейчас, может, кто-то будет смеяться, я взял сочинение Ленина, ну, правда, не 55 томов, а у меня избранное сочинение Ленина, ну, самые такие ходовые. Кстати, надо перечитать. Карла Маркса взял и Фридриха Энгельса. У меня тоже трехтомник, тоже сборник сочинений. И Жириновского, брошюрки, и были у меня, конечно, такие тома, еще его, он тоже очень много всего написал. Вот, есть у меня еще несколько кассет с его фильмами, и сегодня я буквально здесь вот нашел в интернете тоже фильм «Возвращение», «Возвращение на родину». Тоже советую вам посмотреть. Потом я посмотрел интересные передачи, ну, чтобы вспомнить о судьбе Жириновского, о его, в общем-то, о нелегкой судьбе. Это с Борисом Корчевниковым интервью «Судьба человека» и интервью с каким-то каналом, сейчас я не помню каким. Вот, там есть серия «Легенда». И вот если вы наберете в интернете 2 слова «Жириновский легенда», и вы наверняка это интервью тоже услышите. Там ему задавали вопрос, кстати, о смерти, и он сказал, что как человек уже в возрасте, а ему тогда было, по-моему, уже за 70, он сказал, что да, почему бы нет. Это молодым умирать как бы так не хочется, а человек, который все сделал, многого достиг, он уже к этому относится более спокойно. Вот. И он, в общем-то, сказал, что он будет лежать в колонном зале, и что его награды государственные будут на бархатных подушечках, и что будут траурные красивые речи в его в адрес, и что похоронят его на Новодевичьем кладбище. То есть все это он знал и, в общем-то, представлял. Вот. Так что, ну, а фильм этот найти, в общем-то, достаточно легко в интернете. Я сейчас попытаюсь это сделать. Сейчас я наберу. Так.
Так, что такое? Это мне не надо. Да елки-палки, сейчас. Да, фильм 2003 года. Давайте какие-то так сейчас эпизоды посмотрим. Совсем-совсем маленькие, небольшие. Сейчас, секунду, друзья мои. Трою буду, рыдать я буду? Нет. Ну все изменилось. Все изменилось, да. Медленно. Вот где я, вот мой сад. Сад-то мой стоит, мои деревья. Вот. Вот что сделали, видите, негодяи. Вот куст сирени остался, а взяли и, вот 79, видите? Масанчи 79. Дом родной покинул, а? Покинул дом родной. Вот он здесь жил, вот здесь ты жил. Теперь кто живет здесь? Кто живет? Теперь фонд Сороса. Фонд Сороса? Да. То я буду с ним бороться. Взломали и украли кроликов, там, не знаю. Парни Азии. Анаша, как еще назывался? План. Ну, да, это Запросто. Вот я таким был, вот он выходит в трусах. Что стоишь? На. И мне дал. Это кислая, мерзкая гадость. Я не курил. Вот первый раз меня здесь старший назначили. Вот здесь мы повесили кошку. Вот там ее поймали. Из того подъезда она выскочила, здесь был сарай, и сожрала голубя. Молодого. Голубят-то вылупляются из яичек. И она оттуда, как опрометью, как сюда шарахнет, и его придушила уже. Мы ее поймали, сюда повесили камнями. Вон там детский сад, где круглые сутки находился, пятидневка. В этот перевели. Кстати, годовщина. 50 лет назад меня выгнали из детского сада. Ругался, спорил. Нянечка говорит, уберите его, он неуправляемый. Там 30 детей, полуидиоты. Дали машину, играют, а я же спорю, разговариваю. Заборчик был. Было ухожено. Сейчас зимой трудно определить. Да. Я пробирался вот там. Бабка утром выйдет, самые лучшие яблочки, спелые, на столик в саду. Положит их, чтобы не высохли на солнышке. Они копаются, где там упали гнилые. А я пробирался до упора и за пазуху, в майку, забирал все эти яблочки. Дверь была другая. Другая была дверь. Это уже... Да. Познавал жизнь. Меня. И маму это обижала. Говорит, ну, хоть через ребенка не шагайте. Она здесь готовила пищу на кирогазе. Я помогал кирогазу. Там керосин был, там менял фитиль. Что-то помогал. На сундучке вот такой сундучок. Мама по всему плачет. Как говорит, вырастешь, узнаешь. Была счастлива всю жизнь. Все ее ненавидели, все. Была красивая была. Вышла за офицера ЧК. А ему сказали, убери этих родственников. Все лишенные прав. Бабушка на Соловки. А они на улицу. И тайком приходили кушать. И мать мучилась. По службе. А ее мужа ругают. А родственники не имеют права входить в дом сотрудника ЧК. И она вышла не по любви. А куда ей деваться?
И вот вышла в 16 лет, родила одного, второго, все в эту квартиру приехали в 40 году. Он умирал в той комнате. Туберкулез. Он стоял в Ленинграде в охранении и промерз, тонкие сапоги. И сюда приехал, в Южный город, лекарств нету. Заболел в 42-м. 2 года в той комнате умирал. Вся квартира была их. 5 детей. И завтра день, и они 5 голодных у нее. 5 голодных детей. Я бы не родился, если бы она наложила бы руки на себя. В это время появилась Люба, сестра, 2 года. И она жалилась, потому что старшие куда-то еще пристроились. И она не стала кончать жизнь самоубийством. В Польшу. Ну что за дикость? Ну что? Тюлю бросил. И еще скандал. Вот он тряпку в суп бросил. Потом она снова пересадила, класс руководитель. Я списывал вот так вот, впереди у девочки. Математику. Я списывал, что там, задачки. Не получается. Вы списываете сейчас? Нет? Все сами знаете. Зал здесь. Я актовый зал. Я выступал здесь, в этом зале. Сейчас, посмотрим. Вот актовый зал. Поднимается стена между классами. Совсем убрали. Вот актовый зал. Ну, здесь вход куда? На сцену, да? Но он сейчас закрыт, наверное. Вот актовый зал. Там был физкультурный зал, маленький. Вот. Вот. Вот эту машину мы ремонтировали. Вот он. Кузов. Кличек не было, кстати. Вот, но знаете... Вот там жиды, там все. Мама рассказывала, пришли друзья отца, а старший сын, Борови залетели в комнату. Открытая форточка. А пришли знакомые отца, они же евреи. А он забежал, говорит, мама, жиды. Воробьев называли жиды. Ей так неудобно. Это мальчишеский разговор про Воробьев, что на Воробьев говорили жиды. А польские евреи, их евреи называли жиды в Польше. Это было нормальное название. Но в России жид как оскорбление это считалось. Теперь в угадайку играть будем. Угадайте, имена называйте. Трудно, сейчас сразу. Сейчас будем вспоминать. Так, вспоминайте. Да. А вот Залипов. Нет, потому что он все время написано оператор, В. Залипов. Володя, ты до нас Юрий Иванович, пошел, кстати. наконец. Вот это Ольга Андреевна. Правильно. А вот глаза. Эти глаза напротив. Я ж знаю из Сауля. Закрывает детство. О, узнаю. Ну что? Здравствуй, Наташа. Володя. Ну, это с внуком? С внуком. На дядю Шуру похоже. Проходите. Кто здесь у тебя из родственников-то? Я, наверное, писал ведь? Конечно. Вот мой почерк. Я пишу на память Петру от его брата Володи. Лучший парк был. О, как? Посмотрите, друзья, обязательно этот фильм. И вот я смотрю на Владимира Вольфовича. 2003 год, он в расцвете своих сил, уже добившийся в жизни очень многого. Ну, практически он был на пике своей политической карьеры, состоявшийся человек, государственный муж. И представляете, вот это чувство человека, который с самых низов, бедная семья, нищая семья, терпящая унижение мать, голодное детство, неустроенное детство. И все-таки благодаря его силе воли, его стремлению он смог
получить образование, поехать в Москву, стать тем, кем он стал. А мне нравится, вот я вчера смотрел тоже одну передачу, как он вообще почувствовал в себе вот эти силы. Он же тогда при Горбачеве, ну, были уже кое-какие свободы. По крайней мере, была свобода слова, свобода собраний. И на Арбате в Москве собирались люди разные. И он говорит, я просто ходил, мне нравилось ходить на Арбат, там кучка стоит, что-то там один человек говорит, все слушают, там стоит человек, говорит, вокруг него толпа слушает. И вот, говорит, я подошел к одной из кучек таких, вот, слушаю, слышу, говорит, мужик что-то там рассказывает. И я, говорит, слушал, я потом говорю, ты неправильно говоришь, все было не так. Мужика, говорит, толпа прекратила слушать, и все устремились на Жириновского. Он говорит, я, говорит, смотрю, мужика уже не слушают, все слушают меня. Я, говорит, стал рассказывать, как было, ну, как вот я знаю, как я это представляю, как я это знаю, как я это осознал. И все, и, говорит, я просто, говорит, удивился, что меня слушают, и слушают внимательно. И вот он стал ходить вот так вот на Арбат по определенным дням, его уже стали узнавать. И вот таким образом он почувствовал в себе вот эту вот силу, дар речи. Он же никогда по бумажкам не читал, все из головы. Поэтому уникальный человек, конечно, и сегодня его предали земле, и жизненный путь его закончился. Печально, конечно, но это жизнь. Это жизнь, и жизнь, которая состоялась, и останется он навечно в памяти, в истории. Некоторые политики тоже что-то там стараются, пытаются, а уходят с позором, и о них забывают, а если вспоминают, то очень так, не очень хорошими словами. И памятники не ставят, и улицы не называют. А у Жириновского, мне кажется, все будет еще. Памятник ему уже есть, улицу назовут. Может быть, и партия продолжит свое существование под названием просто партия Жириновского. А почему бы нет? Я думаю, какое-то время она может под этим брендом еще просуществовать. Ну и все. Поэтому судьбу он свою сделал от и до. Как говорил Маяковский, юноше, обдумывающему жизнь свою делать с кого, скажу, делай ее с товарища Жириновского. Так. Так, Данила Череватюк. Владимир Жириновский в открытую критиковал коммунистов, обвинял их в перевороте 17 года, в проигрыше России и Первой мировой войне. Да, согласен, было такое. Я и моя семья, мама, бабушка очень сильно уважали и восхищались Жириновским. Да, согласен. Ну все, друзья, спокойной ночи. Мне сейчас тоже пора спать. Еще посмотрю, что там, какие новости набежали в лентах. Всем спасибо. Сегодня мы вспоминали Владимира Вольфовича Жириновского. И хороший он был человек. Я рад, что был в его партии. Да, человек такой неоднозначный. И в какой-то момент пути наши с ним именно политически разошлись.
Но, тем не менее, я наблюдал за ним с удовольствием, когда мне нужно было выяснить какой-то вопрос. Мы вот с Юрой недавно здесь сидели, с моим братом, что-то там выясняли, какой-то политический вопрос. Одну точку зрения посмотрели, другую точку зрения посмотрели, третью посмотрели. Потом я говорю, надо найти и послушать, что об этом говорит Жириновский. Все, быстренько сделали запрос, нашли видео соответствующее, послушал я Жириновского, все, сразу, все сомнения развеялись. Поэтому этот человек умел донести вот суть какого-то вопроса, разложить все так, убедить в правильности своего вывода. И вот в этом его большой политический талант. Большой политический талант. Вот. У Жириновского надо учиться. И он говорит, что он, в принципе, никакой это не секрет, он этот секрет вот раскрывает в одном из своих интервью. Он говорит, просто нужно быть человеком не зацикленным на чем-то одном. Нужно активно вообще общаться с людьми, нужно много читать, смотреть разные источники, одну, вторую, третью точку зрения, а потом все это осмыслить и выдать политический прогноз. Понимаете? Поэтому вот я во многом беру с Жириновского пример. Да, я не постесняюсь этого сказать. Поэтому даже по вот этим событиям, которые сейчас происходят у нас на Украине, тоже смотрю и понимаю, что не так-то все просто, друзья мои, и вас призываю делать то же самое. Иметь всегда на все свое мнение. Что бы вам ни вдалбливало, это наше пропагандистское телевидение, можно и его можно послушать. Но тем не менее, мнение должны вы всегда составить свое. Поэтому желаю вам быть как Жириновский, также смотреть с уверенностью вперед. Всего вам доброго, хорошей погоды, мирного неба над головой. Пока.